Люди каждый день обменивают деньги на самые различные товары. Без денег невозможно прожить в современном обществе. Что же такое деньги? Как они возникли? Попробуем разобраться в этих вопросах. Их природа может быть раскрыта только с помощью анализа товара, поскольку деньги представляют собой результат длительного развития товарных отношений. Напомним, что товар — это продукт труда, произведенный для обмена. В глубокой древности люди производили продукты только для собственного потребления. Господствовало натуральное хозяйство. Позже, с возникновением и развитием общественного разделения труда, появляются зачатки товарного обмена. Исторически первой формой товарного обмена был простой, случайный и единичный обмен продуктов труда. Например, X товара А равно Y товара Б. В этой схеме мы видим, что один товар выражает свою стоимость в другом. Можно привести другой пример. Глиняный сосуд обменивается на копье, где стоимость сосуда выражается в качественно ином продукте труда — копье. В результате крупного разделения труда между скотоводством и земледелием простой, случайный единичный товарный обмен переходит в более полную или в развернутую стадию. Здесь рассматриваемый товар может выражаться в одном из многих видов товаров, при этом безразлично в каком. X товара А равно U товара Б, или V товара С, или Z товара D и так далее. Например, наш глиняный сосуд может выражаться теперь не только в копье, но и в предметах одежды, обуви, еде и в других бесчисленных элементах товарного мира. Итак, сосуд теперь выступает как сгусток, лишенный различий человеческого труда. Каждый товар, в котором сосуд выражает свою стоимость, будь то копье, одежда, чай, кофе, пшеница и так далее, играет роль эквивалента стоимости сосуда. С дальнейшим развитием товарных отношений из мира товаров начинает выдвигаться какой-либо товар, который выполняет роль посредника. Речь идет о всеобщей форме товарного обмена. Данная стадия товарного обмена встречается при достаточно высоком уровне развития товарных отношений, когда выделяются соответствующие товары-эквиваленты, такие как скот, льняная ткань, звериные шкуры, ракушки и так далее, выполняющие функции денег. Использование таких посредников в обмене было все же неудобно, так как скот мог сбежать, заболеть или умереть. Делить их без потери качества тоже было затруднительно. Наконец, наиболее развитая стадия товарных отношений — это денежная, которая формируется в период становления капитализма. По сути, деньги возникают тогда, когда роль всеобщего эквивалента закрепляется за металлами — алюминием, медью, серебром, золотом. Не случайно Америка была открыта в поисках специй, а завоевана из-за того, что там были обнаружены большие запасы золота и серебра. О товарной природе денег догадывались многие мыслители прошлого. Например, Уильям Петти уже видел, что деньги содержат в себе воплощенный человеческий труд, как и другие товары. Он писал: «Если одну унцию серебра можно добыть и доставить в Лондон из перуанских рудников с такой же затратой времени, как необходимо для производства одного бушеля хлеба, то первый из этих продуктов будет составлять естественную цену второго». Итак, металлы в качестве денег были лишены многих недостатков, присущих обычным товарам. Отчеканенные из них монеты было легко хранить и накапливать как сокровища. Основным недостатком монет была их снашиваемость, то есть потеря их действительной стоимости. Также было сложно транспортировать большие суммы. Крупные сделки могли сопровождаться несколькими обозами монет. Для удобства и простоты совершения таких сделок золото или серебро могло складироваться на особых складах, а документ, подтверждающий определенный запас драгоценного металла, становится прообразом первых бумажных денег. Впервые бумажные деньги появились в Китае в XIII веке, в России со второй половины XVIII века, когда были выпущены ассигнации, обмениваемые на серебро. Бумажные деньги также могли быть кредитными, имитированными для покрытия бюджетного дефицита, хотя была опасность инфляции, то есть обесценивания таких денег. Денежная система на основе металлов, в основном золота, была высокоустойчивой и просуществовала до 70-х годов прошлого века, несколько раз существенно изменившись. После окончания Первой мировой войны на конференции в Генуе сформировалась валютная система, предполагающая обмен валют многих стран на девизы, валюты стран, обеспеченных золотом.
К окончанию Второй мировой войны в 1944 году в местечке Бреттон-Вудс в США была заложена конструкция новой валютной системы, названной позже Бреттон-Вудской, которая предполагала обмен всех валют по заранее установленному курсу к американскому доллару США. Доллар, в свою очередь, мог быть конвертирован в золото по цене $35 за тройскую унцию. Ввиду быстрого роста мировой торговли и эмиссии долларов сверх запасов накопленного золота, Бреттон-Вудская система потерпела крах в 70-е годы. Ей на смену в 1976 году пришла ямайская валютная система, предполагающая отмену золотого стандарта и учреждение внебиржевого рынка Форекс, на котором валюты одних стран продаются и покупаются за валюты других. Именно так устанавливаются их котировки. Бумажно-денежное обращение стало целиком основано на доверии к эмитенту. Такие деньги называют фидуциарными. Они не обеспечены золотом, а их действительная стоимость не соответствует номинальной. В наши дни бумажные деньги постепенно вытесняются безналичными операциями. Деньги по-прежнему основаны на доверии. Но теперь вместо бумажных купюр можно иметь счет в банке и привязанную к нему банковскую карту. Так современные деньги приобретают бесплотную материальную сущность. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в России приближается сегодня к 70% от всех транзакций, сделанных физическими лицами. Действительно, это удобно всем сторонам. Покупателям достаточно привязать банковский счет к смартфону или к умным часам, и можно обходиться без ношения наличных денег. Продавцам достаточно иметь оборудование по приему подобных карт, и отпадает необходимость в инкассации выручки. Все детали транзакций фиксируются в банковской выписке, которая показывает, как, куда и сколько человек тратит денег. Данная информация может быть использована в рекламных и других целях. Становится сложнее проводить сомнительные операции, отмывать и обналичивать деньги, а также уклоняться от налогов. В случае необходимости, по запросу различных ведомств, банковские карты могут быть вовсе заблокированы. Безналичные деньги не следует путать с электронными, которые также набирают популярность в наши дни. Такие деньги могут быть как обеспеченными какой-либо валютой, так быть и необеспеченными. В первом случае необходимо пополнить счет реальными деньгами для выпуска электронных денег. А во втором случае электронные деньги функционируют на доверии системе. Нельзя обойти стороной криптовалюты, имеющие большую популярность в наши дни. Речь идет о таких блокчейн-системах, как биткоин, эфириум и так далее. Эти виды денег получили широкое распространение за последние несколько лет. Так, капитализация биткоина составляет сегодня почти $120 миллиардов, что сопоставимо с ВВП Кувейта или 2 ВВП Люксембурга. Если в 2013 году один биткоин стоил больше $100, в 2018 достиг рекорда в $20 тысяч. В марте 2020 года оценивался около $6,5 тысяч. Криптовалюты сегодня не имеют атрибутов реальных денег. Это суррогаты, за которыми прячутся спекулянты, надеющиеся на получение сверхприбыли от надувания финансовых пузырей в любой сфере. Хотя нельзя не отметить перспективность самой технологии блокчейн, на которой основываются криптовалюты. В первую неделю мая Китай запускает в оборот первую в мире государственную цифровую валюту – цифровой юань. С одной стороны, Китай запретил у себя оборот криптовалют. С другой стороны, инвестирует крупные средства в технологию блокчейн, на основе которой Центральный банк развивает цифровой юань. Это уже не криптовалюта, а, возможно, новая ступень в развитии денег, так как осуществляется под эгидой китайского государства. Пока мы не будем углубляться в противоречия современной финансовой системы, основанной на гегемонии доллара США и переживающей сегодня серьезный кризис, а также попытках подрыва существующей финансовой системы со стороны Китая. Подведем итоги. Деньги — это результат исторического процесса развития товарных отношений. Товары и деньги взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с самыми различными способами производства. Они наиболее эффективно связывают производство с потреблением, поэтому продолжат свое дальнейшее развитие. Кроме того, что деньги стали фидуциарными, основанными на доверии, в наши дни они превращаются в новую виртуальную сущность и становятся отличительной чертой современного капитализма.